Ребят, всем большой привет! Наконец-то я дождалась цветения этой красотки. Она бомбическая, просто ой, аромат сумасшедший. И зацвела позже остальных. Я уже переживала, она долго не выдавала цветонос, но потихонечку процесс пошел. Появились первые бутончики. Я очень волновалась, сколько их будет в этом сезоне. Ну давайте посмотрим поближе на эту ароматную девочку. Ребята, это азиатская красавица. Название у нее здесь на бирочке Sweet Girl, Shiny Girl. В общем, я ее называю сладкая девочка. Меня спрашивали в комментариях под одним из видео, спрашивали, а кто это у вас такой вот там вот красивенький, симпатичненький, там мелькает в ваших видео? А кто же это такой ароматненький, с яркой губкой? А это вот эта прелесть. Девчонки, это прелесть. Я ее обожаю. Единственное, что мне не сильно нравится состояние ее нижнего листа. Есть такая вот желтизна. И не сильно нравится мне состояние ее розетки, потому что после пересадки из мха азиатского она как-то повела себя не очень активно, начала она растить корни, но корни есть. Вот видите, посажена она в смесь коры и мха, мох присутствует, дабы напоминать ей о том, что она была изначально посажена в мох, и это способствует ее более быстрой адаптации. Внизу, по-моему, кокосовое волокно присутствует. Ну, уже она освоилась и порадовала. Девочки, это просто. В общем, так пахнет. Очень нежный аромат. Вот как по мне, так фруктовые нотки. Вот мне что-то вот дынька, вот такое свежесть. И что мне еще нравится, она раскрывает цветочки не яркими, а со временем они становятся более насыщенного, глубокого цвета. То есть, если это желтый, то желтый, если это оранжевый, то оранжевый, немножечко неона. И вот эта белоснежная серединка. Девочки, держите меня семеро. Ну, это красиво, это нежно, это великолепно. Не знаю, у меня столько эмоций. Вот каждое ее цветение – это мои новые эмоции. Девчонки вообще. Вот последний бутончик раскрылся, видите, он такой вот, ну, бледненький. Но впоследствии он приобретет вот такой насыщенный цвет. Видите разницу? Вот первый цветок, который раскрылся раньше, и последний, который раскрылся пару дней назад. Ну, красотка. В общем, у нас в планах нарастить вегетативную массу. Ну, конечно, никакие стимуляции я не буду использовать, незачем. Думаю, что все будет идти своим чередом. И надеюсь, что все у нас получится. Девочки, я хочу ее продублировать. Вот при первой же возможности я ее продублирую обязательно. Дело в том, что в голландских орхидеях, в европейских селекциях я как-то не знаю. Вы мне напишите в комментариях, были ли у вас встречи с этим сортом в торговых наших сетях. Я не видела. Я не знаю. Не было такого на моей памяти. Она мною заказана была у продавца азиатских орхидей. Она просто чудесная. Чудесная, красивая, пахучая девочка. Такая прелесть вообще. И понимаю, что ей нужно, чтобы был достаточно свет, она чтобы получала. А мне вот хочется здесь ее оставить у себя в комнате и любоваться, любоваться, любоваться. Вот такая прелесть, девчонки, посмотрите. Такая прелесть. Вот ничего лишнего. Вот ничего. Интересная и ничего лишнего. Вы видите? Обалдеть. А ну с этой стороны. Вот так лучше будет. Сформировала такой маленький каскадик из 6 бутончиков. Открыла 6
замечательных цветочков. Классная. Девчонки любят попить. Не в плане того, что она там прям... Ну, как-то я заметила, что она у меня быстро пересыхает. Я вот поливаю ее, немножко водички оставила в этот раз ей на донышке. Думаю, чтобы немножечко была в районе корней такая, знаете, дымка из влажности. Ну, не знаю. Держит цветы она долго, цветет долго. Но и долго я ждала ее цветения. В плане того, что она у меня последний раз цвела прошлым летом. В этот раз она уже немножечко сравнялась по цветению с моими домашними орхидеями. Она у меня цветет домашним цветением уже второй раз. Это второй раз, девчонки. То есть, когда я ее купила, она была меньше по размеру. Она, кстати, сбросила один, отсушила листик. У меня был стресс. Признаюсь вам честно, я думаю, боже, все, они уже, все, думаю, что-то ей не понравилось после моей пересадки. Она отсушила лист, но она его отсушила и выгнала, по-моему, вот этот новый. Ну, я не знаю, хотелось бы побольше розеточку, чтобы было веселее, чтобы было понятно, что уже у нее более или менее все в порядке с ее самочувствием. Все-таки, когда больше листьев, орхидея имеет больше запаса питания, ну, как-то и эстетичнее она выглядит, и самому растению лучше, и больше почек этих меристем, из которых выходят цветоносы. Ну, будем смотреть, будем смотреть. Будем смотреть, и буду, конечно, присматривать этот сорт у продавцов. Обязательно хочу тоже приобрести эту красотку, продублировать. Возможно, даже можно будет посадить в групповую посадку, хотя, думаю, не обязательно. Было бы интересно иметь эту орхидею в нескольких экземплярах для того, чтобы рассредоточить в своем жилище эту красоту. Красоты не бывает мало, девочки, не бывает мало. Видела там у многих, она есть в цветении в домашнем и более в пышном цветении. Но так как у меня это второе цветение, но первое вот оно какое-то летнее у меня было, тоже я бегала, ой, вдыхала этот аромат, всем предлагала насладиться домашним своим. У меня был восторг, просто восторг. Ну и вот смотрите, дождалась я все-таки второго цветения домашнего, и я в который раз получаю от него удовольствие. Но вот не от каждой орхидеи получишь удовольствие. Знаете, какие-то более крупные, более красивые, какие-то ароматные, какие-то тебя впечатляют цветом, глубиной цвета, какие-то впечатляют нежным таким своим цветком. Ну, я не знаю, кто-то формой покорил. А здесь вот оно такое, я не знаю, ну вот она по-особенному. Она по-особенному хороша. И по-особенному ей восторгаешься. И всегда хочется, ну, как-то подойти, вдохнуть ее аромат, полюбоваться этой красотой, яркостью вот этой. Обалденно. Она вроде как и нежная, но и одновременно яркая, да, девочки? Так, пишите в комментариях, кто разделяет со мной мой восторг. Напишите, у кого есть, как себя ведут, во что посажены. Девочки, пишите, потому что нам всем будет интересно почитать. Вот я с удовольствием читаю комментарии, ваши истории. Спасибо вам огромное, потому что чем больше информации, тем больше понимания приходит о том, что за сорт и как он себя ведет. Не знаю, девчонки, во что вы садите? Кто-то, может, в керамзит садит. Есть такие смельчаки. Я как бы больше за сейчас за органические посадки и за более влагоемкие посадки для азиатских орхидей. Ну, мне кажется, они вот генетически приспособлены, что ли, приучены. Можно, конечно, и переучить, мы все можем, но они, мне кажется, более к влажному содержанию приспособлены. Кстати, у меня в мох посажены многие орхидеи, и, знаете, они показывают достаточно такие неплохие результаты. Не знаю, в керамзите у меня, ребят, не получается выращивать.
В общем, смотрите, еще раз вам показываю свою прелестницу. Рассказывала вам про нее много интересного. Случайно ее заказала. Даже не представляла про ее аромат. Вы знаете, вот он такой ненавязчивый, нежный. И вот сидишь недалеко от нее, и он ощущается. Не так, что как Леодора заполняет всю комнату. Вот заходишь в комнату, и цветет Леодора, и она заполняет ароматом все пространство. Это нет. Вот мимо этой проходишь, и так ощущается такой, знаете, шлейф. Такого вот. Думаешь, так, что-то здесь так вкусно пахнет. И понимаешь, кто виновник этой вкуснятины. Все, друзья мои. Конечно, надеюсь на ее пышное цветение. Чем больше цветочков, тем, конечно же, будет больше аромата и больше восторга. Всем вам шлю ароматный привет. И надеюсь, что эта орхидея всем вам нравится. И многие из вас захотят приобрести ее в свои домашние коллекции. Все, ребят, до скорых встреч на моем канале.